крутой project менеджер — это кто? Это я. PM — это просто тот человек, который предвидит. Он как этот чувак из «Властелина колец» с бородой. Чем занят ваш рабочий день? На начальном этапе постановки задачи ни хрена не знаешь, как ее сделать. Такая горячая работенка. Сложный клиент для PM — это какой? Начинает строить самокат, потом говорит, я хочу, чтобы он был с крыльями, с пропеллером, а потом приделайте к нему атомный двигатель. Замена пары людей на чуть других спасла бы кучу нервных клеток. Команда сильна именно каждым членом. PM без команды — это никто. Счастье PM вот когда наступает? Всем привет! С вами проект «Кто такой?». Сегодня мы пообщаемся с нашими проект-менеджерами Виталиком и Ваней. Мы узнаем, чем занят их день помимо дейли-митингов, что значит успешный проект и как мотивировать команду, если кто-то выгорел или устал. Внимание на экран. Ваня, привет! Привет! Ура! Project Manager наконец-то дошли до нас. Студия Softec TV, все для тебя. Водичка, крутой ковер, прекрасный пиджак, залог классного интервью. Сегодня поговорим про самое любимое, конечно, в твоей жизни, я так думаю, твою работу. Ну да. Она же работа в Softec. Project Manager. Кажется, все знают, кто такой Project Manager, но нет, мы с тобой постараемся осветить через твое личное восприятие профессии какие-то тонкости, чтобы мы лучше понимали эту профессию. Давай. Давай вот так вот, если коротко, можно в каком-то метафорическом смысле, Project Manager вот в паре предложений — это кто? Я вот на самом деле готовился вообще в одном говорить предложении. Прекрасно. Кто такой project manager? Это человек, который отвечает за успешность проекта. Не это дать, правда. Не дать, не взять. Ну, вот я думал, на самом деле, и вот мне кажется, вот это квинтэссенция. Хорошо, тогда логично следующий вопрос. Успешность проекта. Ну вот что это? Какой проект можно сказать успешным? Ну, тоже на самом деле все достаточно просто. Смотри, я вижу 3, как минимум, ну, назовем это уровни успешности. Первый уровень успешности – это довольный клиент. Со всеми атрибутами. Ну, там, не знаю, он говорит, что вы превысили мои ожидания, вы попали в деньги, у вас офигенное качество. Вот это атрибуты успеха для клиента. Затем успешность проекта для команды. Что это такое? Ну, команда тоже довольна результатами труда. Команда не перегорела, никто ее не перегрузил, не изнасиловал, не было кранчей, переработок, да. И команде нравится, что она сделала. И Отлично. Такой, я бы сказал, промежуточный уровень, либо связующий уровень, мы тут говорили с тобой уже чуть-чуть про цемент, да, это удовлетворенность Softec как компании этим проектом. Там есть свои критерии удовлетворенности, они включают удовлетворенность и клиента, и команды, и в то же время есть какие-то свои KPI, какие-то свои показатели чисто работы компании, что проект успешен. Экономические, прежде всего. Я думаю, да. Ну и я думаю, и по ресурсам тоже, потому что все-таки у нас связаны это вещи. Экономика, она однозначно связана с удовлетворенностью людей тем, что они делают. Окей. Когда люди удовлетворены тем, что они делают это лучше. Они веселее бегут вперед. Однозначно. Да. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Копну именно в вашу деятельность, может быть, которую никто, часть команды не видит. Вот я со стороны не работаю с проект-менеджерами, прогуливаясь мимо. Я думаю, так, окей, у вас там дейли-митинги, какие-то там отчеты заказчику. А что между этим вы делаете? Пришел с утра, условно, поговорил со всеми, пошел. Чем занят ваш рабочий день? Я тебе честно скажу, ничего не делаем больше. Ура! Наконец, хоть кто-то честно сказал. Смотри, на самом деле основная часть команды, она работает на проекте full-time. Да. И мы стремимся к этому. То есть идеально мы как компания, ресурсные менеджеры стремятся человека на проект аллоцировать full-time на 8 часов. Если мы возьмем PM, то у него там, у меня сейчас, допустим, есть 4 проекта, по которым ведется какая-то деятельность. То есть, смотри, 4.
То есть, смотри, это 4 дейли, может быть, да? Это могут быть 4 планинга, это может быть 4 команды, и каждый человек в команде, ну, допустим, возьмем по 5 человек в команде, ну, такая маленькая команда, да? Ну, бывает там и 20, там, ну, тогда, наверное, все-таки будет 1 PM на 20 человек. 4 команды, 4 проекта, 5 в команде, да, 20 человек. Вот представь, если хотя бы один человек по разу у тебя что-нибудь спросит в течение дня. Но он же ведь, как правило, приходит к тебе с вопросом и ожидает от тебя какой-то реакции, и он ожидает получить какую-то, ну, либо помощь, либо разъяснение, либо его нужно там, ну, провести по каким-то процессам, которые для него, возможно, сейчас непонятны. Может быть, у него закончились задачи в Jira, может быть, нужно что-то спланировать, может, ему нужно объяснить, какой change request попросил заказчик. И эта коммуникация, на самом деле, она может быть длиться, ну, 3 минуты, а может 30, например. Стало чуть понятнее? Окей. Добавилась коммуникация с командой. Хорошо. Да, добавилась. На самом деле, есть мнение, что 80% работы PM – это коммуникация. С командой, с заказчиком и, собственно, с Софтеком, как вот с нашей компанией, которая, собственно, и поставляет нам людей в команду. Да? И, то есть же внутреннее взаимодействие с Софтеком. Вот давай добавим коммуникации, взаимодействие с Софтеком как компанией для того, чтобы процессы в рамках команды соответствовали внутренним процессам компании. Вот такая активность. Она тоже существует. Там какие-то могут быть вещи, чисто связанные с часами, с логированием времени, с проверкой репортов, ну, так далее и тому подобное. Там коммуникация связана с тем, а как мне правильно приходит разработчик, и как мне правильно уйти в отпуск. Этим тоже занимается, на самом деле, PM. То есть вот любые, ну, очень много вопросов, по которым к тебе могут прийти люди, и, ну, твоя задача это объяснить. Плюс есть общение с клиентом. Безусловно. Это третий наш момент. Общение с клиентом – это вот те самые репорты, понятные, но иногда большие, обширные. К ним нужно подготовиться, написать, чтобы все было понятно. One-page report, но есть отсылки на какие-то дополнительные артефакты, которые должны всегда быть там up-to-date. Есть какие-то project план, либо project development план, там есть breakdown, либо по фичам, там, либо по техническим задачам. И тоже вот нам нужно смотреть выполнение, completion всех этих вещей. И мы постоянно синхронизируемся с командой, с заказчиком, для того, чтобы мы все понимали, где мы находимся. Плюс очень много коммуникаций с заказчиком абсолютно разной, ad-hoc, то есть, которая происходит не по плану, зависит от заказчика, от его вовлеченности. То есть иногда заказчик может прислать тебе, ну, 1 письмо за день, иногда 5 или 7. Ну, или тебе нужно на них все как-то их запроцессить, ответить. Очень часто, опять-таки, с привлечением команды. Команда – это всегда вин-вин отношения. И команда сильна именно каждым членом команды. Хорошо. И мы плавно перетекли к вопросу, какие качества ты считаешь необходимы для PM-ов. И вот этот спор я уже сегодня там в разных аспектах слушала. Насколько должен быть техническим PM? Вот ты считаешь, какие навыки ключевые для успешного проект-менеджера? Должен ли PM быть техническим? Да. Ну, в какой-то мере, конечно, должен. И хотя бы на хай-левеле, на высоком уровне абстракции понимать, что происходит, что он делает и как вообще там, что его команда пилит в данный момент, он должен, конечно, понимать. Должен ли он понимать детали? В идеале, конечно же, да. Но смотри, для того, чтобы PM очень хорошо понимал технические детали, во-первых, ну, в идеале он должен работать в одном домене, во-вторых, желательно с одним стеком. Ну, то есть, вот я общался с человеком, который говорил, я только .NET Delivery. Все. Ну, то есть, он говорил, я с Java работать никогда не буду. Ну, то есть, либо мы идем по такому пути, по очень узкой специализации, чего на самом деле пока, я не знаю, на радость, на беду, как правильно вообще, ну, пока в Софтеке, по крайней мере, у меня такого нет. Я делал очень разные вещи за последнее время, очень разные.
вот вообще в разных направлениях. И, скажем так, ну, достаточно сложно представить себе человека, который бы был и швец, жнец, и на дуде игрец. Да? Да. Вот, на самом деле, ну, давайте себе признаемся, что гинеколог-тракторист – это какая-то сложная достаточно вещь, или какой-то Франкенштейн, и ну, навряд ли мы получим такого ПМа. Либо мы имеем узконаправленного ПМа, который работает в одном домене с одним стеком. Окей, да, я поняла. Хорошо, спасибо, Вань. Такой вот тоже личный моральный вопрос. На твой взгляд, какие сложности именно в работе ПМа? Что самое сложное там? И какие бывают вот у меня сложности и риски? Вот что самое сложное, вот на твой взгляд, вот для тебя лично? Ну, то есть тебе кажется, что если ты идешь в ПМ, там условно кто-то, самое сложное, к чему ты должен быть готов, это... Самое сложное? Ну, наверное, ты должен готов быть вот ко всем вещам, которые мы проговорили. Для меня, наверное, вот нет такой вещи, которые бы я выбрал, ну, там, я боюсь змей. Ну, нет, блин, у меня такого, наверное, нет. Или, может быть, было, и я забыл. Ну, иногда я, как ПМ, боюсь не понять заказчика. То есть для меня, вот, наверное, есть такая ситуация. Именно для меня. Хотя, ну, как мне кажется, я знаю достаточно хорошо английский язык, но, тем не менее, вот, можно пропустить какие-то нюансы. И поэтому вот эта, скажем так, культура написания фоллоуапов, она очень важна. Я помню, сразу меня заставляли писать фоллоуапы, я их жутко не любил, я не хотел, мне было лень тратить на это время. То есть теперь вот эта культура фоллоуапов, это просто обязательный какой-то процесс, когда ты резюмируешь общение с заказчиком, что если ты что-то пропустил или понял не так, чтобы он мог тебя поправить, потому что вот эти ошибки, они могут очень дорого стоить. Причем отвечать потом будешь ты и вся команда. Ну вот, наверное, вот есть такой у меня страх. Ну да, вот я боюсь иногда не понять, чего вот они там хотят, потому что на самом деле мы редко общаемся, ну вот прям вот как мы сейчас с тобой, с глазу на глаз, да, мы сидим, мы многие вещи можем, ну, решить. А там все-таки это общение, ну, через коммуникаторы, там, Zoom, не знаю, Skype, Google митинги и так далее. Вот, то есть это уже потеря какая-то. Ну да, такого контакта. Потом очень часто мы не включаем камеру. Ну, они не включают. Когда клиент не включает, мы не включаем. Еще потеря контакта. То есть он там может чавкать, пить кофе, я слышу иногда. Может отвлекаться, у него может звонить телефон, он отвлекается, потом он что-то не додумал, передумал. То есть, ну, поэтому вот задача все-таки герменевтика. Так. Трактование, то есть правильно истрактовать, что он от тебя хочет. И потом это зафоллоуапить для того, чтобы это не пропало. Да, чтобы все подтвердили. Да, это такая штука, то есть это просто, если разработка пойдет не туда, это будет очень дорого стоить. В первую очередь софтеку. Что PM или что я делаю для мотивации? Да. Хитрый вопрос. Хочется много всего рассказать. Я начну, наверное, с фильма «Приключения электроника», по-моему, он так назывался. То есть такая обалденная фраза «Ури, Ури, где у него кнопка?». Гангстер Ури искал кнопку у ребенка-робота. Да? Но если там есть люди, я уверен, которые не смотрели это кино. Я смотрела, но я забыла, конечно. Вот, да. Но фишка в том, что «Ури, Ури, где у него кнопка?». Такая фраза ключевая. На самом деле у каждого человека есть кнопка, но не кнопка, а кнопки. Это достаточно грубые. Ну, условно, какие-то да, но на самом деле точки. есть какие-то вещи, которые важны именно для этого человека. Очень часто эти вещи, ну, их нужно понимать, их нужно развивать, скажем так, помогать человеку находить силы делать что-то. Ну, вот это и есть мотивация, по сути. То есть это то, что PM в том числе с другими ролями в рамках компании Softec, ну, делает, и это является частью работы PM. То есть это личное общение с человеком для того, чтобы все-таки понимать, что он делает, как он делает, почему он это делает. И если, вот, допустим, он не понимает, для чего он это должен делать,
ну, в рамках, допустим, проектной команды. Да. Ну, то есть просто разговаривать и где-то находить вот эти вин-вин позиции, да, для того, чтобы, ну, человек знал, что я это делаю, потому что, и находил он для себя какие-то скрытые, ну, моменты мотивационные, которые, возможно, характерны только для него. То есть такой индивидуальный подход ко всем, в принципе. Однозначно, ну, нет универсальных мотиваторов на самом деле. Ну, наверное, деньги, но на самом деле даже это не универсальный мотиватор, особенно сейчас, потому что люди меняются, и очень у многих деньги уходят на второй план. Как вот сохранить просто продуктивную, хорошую, эффективную атмосферу? Ну, я бы сказал, что это процесс. И время от времени он требует вовлечения тех либо иных людей, понятные для всех правила, установить понятные для всех правила. Ну, взаимодействие. Да, безусловно. Взаимодействие и работы совместной. Для тебя лично крутой проект-менеджер – это кто? Это я. Я пошутил. На самом деле я не знаю, какой я проект-менеджер. Вот, думаю, что все-таки где-то у меня получается. Вот, процентов на 80. Но еще есть куда расти и чем заниматься. На самом деле, то есть вопрос был, что такое для меня крутой проект-менеджер? Да, да, в твоем понимании крутой проект-менеджер. Человек, который в состоянии закончить проект и все-таки сделать его успешным с точки зрения клиента, софтека и команды. Хорошо. Ну, то есть это вот такой человек. Такой, объединить эти три компонента. Да, но всегда нужно объединять, потому что если вдруг у тебя будет не вин-вин, ну, у тебя команда разбежится. И они вообще, не знаю, не захотят с тобой работать, может, даже в софтеке не захотят работать. Если у тебя будет хэппи команда, но unhappy клиент, ну, такая же ситуация, он тебе больше не придет. Да? Ну, если у тебя будет хэппи клиент и хэппи команда, но софтек не достигнет каких своих, финансовых показателей, он тоже там, ну, мы можем остаться без софтека. То есть нам тоже как бы, ну совсем, ну... Или софтек без нас, потому что мы на балансе. Да, или софтек как-то от нас постарается отвернуться, абстрагироваться, да, вот, назовем это так. Ну, это правда. То есть это человек, да, крутой PM, это который вот сращивает интересы вот этих трех, я бы сказал, основных сил, либо основных игроков, которые присутствуют, ну, вот, на моем уровне проектного менеджмента, скажем так. Хорошо. И заключительный вопрос. Как ты считаешь, в рамках успеха компании миссия PM какая? Каков вклад PM в успех всей компании? Ну, безусловно, большой. Ну, важный, системообразующий. Но на самом деле я то же самое могу сказать про разработчика, про бизнес-аналитика, либо про QA-инженера, ну, или про DevOps-инженера. То есть, ну, мы вместе что-то делаем. То есть нельзя сказать, что PM это какой-то там, ну, какое-то чудо, без которого там не будет проекта. На самом деле это лишь роль. И даже роль PM на себя может брать какой-то другой человек, постоянно либо временно. Я немножко поболел, и на каких-то проектах меня заменяли PM, на каких-то АМ, а еще на одном бизнес-аналитик. То есть на самом деле PM – это роль, и ее временно либо постоянно могут брать на себя другие люди. Самое главное – это работа команды, потому что, ну, не было бы команд, если бы мы могли работать индивидуально. То есть на сегодня один из основных навыков, ну, для разработки – это умение работать в команде, потому что команда поставляет продукт. Деливери происходит не на уровне PM. Ваня, спасибо большое. Мы будем уже заканчивать. У меня есть ритуал, что мы делаем друг другу 5. Спасибо тебе. Очень круто. Это получился такой личный взгляд. Мы меньше говорили о технических моментах. Это именно такой вот да, личный рассказ о работе проект-менеджера. Привет, Виталик. Привет. Привет. Мы тебя рады видеть в нашей крутой студии. Специально для тебя организовали такое вот милое местечко. И рада, что ты нашел время рассказать нам про свою любимую профессию. Можешь ли назвать, что самое сложное в твоей работе? Каждый день ты что-то делаешь, и такой, ну вот, опять вот это, что это сложное?
Я думаю, самое сложное — это работать с экспектейшенами клиента, то есть с его ожиданиями. И, как правило, ты регулярно работаешь с его ожиданиями и пытаешься, как бы, чтобы реальность соответствовала. Но иногда бывает, что не соответствует, что-то идет не так, и клиент там чем-то недоволен. И тебе надо как бы расследовать это, да, выяснить вот эту дельту, да, что не так. И, скажем, технически, что делать, понятно. Надо как-то как бы выяснить это любыми способами, поговорить с командой, с клиентом. Но иногда ты не можешь действовать там открыто, да. То есть, когда какие-то жесткие эскалации, тебе надо сгладить углы, подумать, как лучше преподнести какую-то информацию. Это не значит, что надо кого-то там обманывать, либо еще что-то. Но любые факты можно назвать разными словами. Ну да, вот. как преподнести. Конечно. Да, как их правильно преподнести. Когда происходит вот этот разрыв ожиданий и реальность, и ты такой, ну, это как раз такая горячая работенка, и, в принципе, это весело на самом деле. Следующий вопрос. Какие важные черты характера, да? То есть, наверное, назовем лучше так, hard и soft скиллы, на твой взгляд, критически важны, чтобы быть PM-ом? Классным PM-ом. Классным PM-ом? Да. Ну, по каким-то софт-скиллам, я бы сказал, необходимо иметь какую-то решительность. Потому что, когда много членов команды, много мнений и много правильных мнений, иногда надо просто решать, что делать. Не с целью, что как PM там реально там рулит проектом, говорит, что ты делай так, ты делай так. Ну, скажем, ретроспектива подняла 10 тикетов, да, команда как-то проголосовала, что-то буксует. Необходимо начать драйвить что-то. И надо решить, что драйвить. Потому что если слушать каждого в отдельности, у каждого свое мнение. Иногда надо как-то найти единый какой-то бейзлайн, да, какую-то стратегию поведения там, с клиентом, да, ну и как-то пропушить, возможно, свое решение. Услышать много мнений, да, где-то сработает чуйка. Ну, просто иногда решительность. То есть нерешительный человек, мне кажется, он не может быть PM-ом. Известное выражение, что какое-то правильное решение, но сделанное не вовремя, очень поздно, но оно бессмысленно. Поэтому иногда надо просто быстро принимать какие-то решения. Возможно, не самые лучшие, но не самые худшие, скажем. Вот. Хорошо. Да. С точки зрения hard-скиллов, однозначно, как бы, communication skill, да, это не soft skill для PM, это hard skill. То есть, если ты не можешь нормально общаться с командой и с клиентом, ну, ты, скорее всего, плохой будешь PM, ты не прораб. Вот. Следующее, ну, PM, как я и говорил, да, управляет скопом, бюджетом, таймлайном. То есть PM должен знать какие-то базовые инструменты, как минимум, да, если это там какой-нибудь junior PM, например, или middle, как работать с этими сущностями, какие есть, скажем, приемы, как там сокращать скоп, да, как трекать бюджет и что делать, если что-то не получается, условно, ты не попадаешь, какие твои опции. То есть ты должен понимать, что, собственно, какие у тебя есть варианты, выбрать лучшее из них, принять решение, ну и, собственно, действовать. Давай пройдемся по фазам работы с проектом. То есть вот приходит проект в пресейл, допустим, его оценили и передают в продакшн. Как это происходит, как вы набираете людей в команду, и потом постепенно как проходит работа на проекте со стороны проект-менеджера? Ну, в софттеке есть такое правило, да, есть правило, во-первых, sign-off, да, то есть когда какой-то proposal летит клиенту, PM, который, возможно, будет, ну, скорее всего, будет PM-ить этот проект, он, собственно, ревьюет этот RFX, этот proposal, да, проверяет, скажем, что там написано в контракте, таймлайны, оценки, на реалистичность, на то, чтобы что-то забыли, да. То есть PM-у не прилетает как бы контракт, который, как правило, который он вообще не смотрел, ну и типа, это невозможно сделать, да. То есть он может на этапе sign-off высказать свое мнение. И это очень здорово, на самом деле. Вот. Плюс, по крайней мере, мне в софттеке не прилетало каких-то нереальных проектов, за что отдельное спасибо RFX команде. Ребята работают честно. Это хорошо. Да. Мы с ними уже пообщались, это интересные здорово. ребята. Всем да. приятно. Оценили RFX команда, вы ознакомились с контрактом, сказали окей, отстали клиенту, клиент сказал хорошо, начинаем. Ну, условно, да, подписали PM получает контракт подписанный, там написано, условно, метод кооперации, там TM, Dedicated Team, либо еще какой-то, неважно. Там написано команда, да, скорее всего, она уже на этапе RFX определена, ну и старт проекта.
проект инициируется, соответственно, создается staffing request, это специальный процесс в софтеке, где, собственно, нужные ресурсы, в ресурсную организацию отправляется заявка со скиллами, со сроками, кто когда нужен, так называемый ресурсный план. Фактически это тикет в Jira, где ресурсные менеджеры, собственно, заполняют заявку, предлагают какие-то опции, происходят такие переговоры PM с RM-ами, если, возможно, какие-то люди чуть лучше подходят. Ну, это тонкий момент, и на мой вкус это один из самых важных моментов на проекте. Именно стаффинг. Да, если застафать проект, скажем, неподходящими людьми, ну, может получиться факап. Ну, у меня как бы такие прецеденты были, когда замена пары людей на чуть других спасла бы кучу нервных клеток мне и другим членам команды. Вот. То есть, ну, есть люди, которым нравятся какие-то специфические технологии, да, методы общения, кто-то интроверт, кто-то экстраверт. И при плохом подборе людей, ну, это сказывается. Соответственно, ну, вот это очень важно, на мой вкус. Особенно это важно на больших проектах, когда команда должна самостоятельно решать много вопросов. Хорошо, заставили команду. Как стартуете проект? С чего вообще это все начинается? Как вообще все идет? Когда заявка полностью удовлетворена, пул человек сформирован, происходит knowledge transfer meeting с RFX командой, то есть всем ребятам, там, PM, BA и всем остальным необходимо понять вводную какую-то. Происходят вот эти митинги, мы понимаем, что происходит вообще. Когда все готовы, мы делаем kick-off митинг с клиентом. Возможно, перед этим делается какой-то такой preparation, да, kick-off с командой, чтобы мы сами внутри договорились. Да. Потом мы делаем с клиентом, мы еще раз оговариваем, собственно, о чем проект, да, какие у нас есть таймлайны, главные майлстоуны, собственно, как мы начинаем выстраивать коммуникацию, какие-то сетапим первые митинги, решаем там, это скрам, условно, двухнедельные спринты, либо еще какие-то вещи. То есть какие-то базовые вещи там устанавливаем на этом митинге, какой-то план на ближайшие недели. Ну и, собственно, обговорив этот план, мы приступаем к работе. Ну, как бы это такой, знаешь, sign-off, что все члены команды и клиент понимают вообще, что здесь происходит, кто они, посмотрели друг на друга, да, чтобы так не получилось, что там кто-то не вкурил, что дедлайн, короче, через месяц. Да, это важно. А у меня вопрос вот на этом этапе. Насколько много свободы у PM-а? То есть, понятно, вам модель взаимодействия прописана в контракте, с клиентом, но выбор, как вести проект, по какой методологии, он остается за вами. То есть, насколько у вас много свободы в управлении проектом? Как им управлять? Я думаю, PM должен знать и уметь пользоваться разными подходами. Ну, чисто из моей практики, когда ты смотришь контракт, вот метод кооперации, как мы говорили, да, это TM, DDIC, либо Fixed Price, ну, собственно, и какой-то фидбэк от RFX команды, каков клиент, да, его ожидания, там, таймлайны, да, поставок. То есть вот эти все факты, PM как бы свободен выбирать любую методологию, как правило, если это не оговорено там контрактом, либо какими-то ожиданиями клиента. Но теоретически вот эти все ограничения, они уже подводят PM к лучшему методу работы, вот и все. То есть PM вроде как свободен делать, что хочет, но на самом деле там опций немного. Хорошо, то есть ты учел все факторы, выбрал, обсудил с клиентом, на кик-офф митинге познакомились, началась разработка, пошло-поехало. Ну, именно так. Именно так. Хорошо, то есть в процессе работы, основной разработки, Project Manager следит за чем? Его основные задачи в процессе разработки. Project Manager не следит, я бы так сказал. Хорошо, да, это уже важно. То есть цель менеджера — убедиться, что все пойдет по плану. И это не значит, что надо за кем-то следить. Надо, как я и говорил, надо выстроить приоритеты, то есть ты поговорил с командой, да, условно, вы выбрали какую-то методологию, например, там, Scrum. Тебе надо понять, понимают ли люди, что такое Scrum, понимает ли клиент, что такое Scrum. То есть вот нашу методологию подогнать под ожидание, вот под этот таймлайн, например. Далее ты просто понимаешь, что самое важное сейчас. То есть если мы решили работать по Scrum, а люди не понимают, как это работать, надо их как бы обучить.
Если ты видишь какие-то жесткие проблемы, что у кого-то не клеится какая-то коммуникация, надо это пофиксить. То есть, как правило, на проекте достаточно много активностей, которые необходимо как бы подфиксить. Но вот приоритеты меняются. То есть и ты просто смотришь, что сейчас самое важное, как бы и делаешь это. Вначале самое важное, на мой вкус, именно заполучить траст клиента. То есть тебе надо как-то выстроить коммуникацию открытую, да, просить клиента давать фидбэк как можно чаще, то есть работать с ним, показывать свои результаты как можно чаще, чтобы не было каких-то вот неожиданностей там в середине проекта либо в конце. Вот. Хорошо. Идет проект, идет некое взаимодействие с командой, с клиентом. Какие сложности в процессе работы над проектом есть у проект-менеджера? То есть, примеры. Что-то пошло не по плану. Случился конфликт внутри команды. Но вот какие вот сложности в работе могут возникнуть? Почему не все гладко? Почему не может проект просто взять и пойти, и разработка, дедлайн, поставка, все, до свидания, все счастливы? Ну, в принципе, я думаю, для любого PM весь проект — это одна большая сложность. То есть нет каких-то вещей, которые сказать, вот это боль PM, это так сложно делать, а все остальное так вот просто. Сложность в том, что софтварный проект — это не дом, да, где ты можешь визуально посмотреть, о, такой-то у нас прогресс, все, просто как бы стена стоит, значит, она не упадет. Да, ненаглядно. То есть в разработке это слегка не так. Ну, есть какие-то базовые вещи из серии, что следует как можно чаще доставлять проект клиенту, да, получать его фидбэк. Это решает кучу вопросов. Во-первых, мы работаем с ожиданиями, да. Во-вторых, мы убеждаемся, что мы идем по плану, потому что если мы много-много делаем, но ничего не показываем и не тестируем, например, то в конце может оказаться, что все, что мы сделали, не работает. Да. То есть, опять-таки, если ты совершишь такую ошибку в начале, то, ну, как бы, она аукнется тебя потом. Я бы сказал, PM — это просто тот человек, который, скажем, предвидит, он как этот чувак из «Властелина колец» с бородой. То есть ты должен... Да, Гендальф. Ты должен видеть будущее по факту. То есть ты должен представлять все, что может пойти не так. То есть PM — это жесткий пессимист. И вот думать, как это все митигировать. По факту вот работа с рисками, кстати, это такая недооцененная часть работы PM. То есть, как правило, там, формально работу с рисками никто не проводит. Но, тем не менее, мне кажется, что PM, собственно, и работает с рисками. Он видит, что может сломаться в этом механизме, и заранее пытается как-то порешать эти вопросы. Как-то... Ну, сгладить их. Ну, сгладить, найти какие-то решения. Да, ну, PM не специалист. Вот я, например, вообще ни черта не понимаю много в чем. Но, значит, я вижу этот риск, и я найду этого человека, который мне поможет это решить. Если я его так сходу не найду, значит, я буду его искать очень тщательно. Хорошо, отлично. Ведем проект, работаем с командой, риски, клиент, допустим, мы его довели, хорошо. Но если вы не вкладываетесь в оценку или вы не вкладываетесь в сроки, что делать вообще? Это, собственно, есть стандартные методы работы. Условно, если мы не попадаем в таймлайн, есть очень простые методы, что можно сделать. Сократить скоуп. Либо немного экстенсивный метод добавить людей на проект. То есть, на самом деле, инструментов не так уж и много. Но наверняка добавлять там кучу людей в последний месяц проекта не лучшая идея. Вот. Скажем, сократить скоуп вполне. Возможно, какие-то фичи можно упростить. Возможно, какие-то фичи можно выбросить вообще. Можно их отнести там, на следующую фазу. То есть опции есть. Но я бы сказал, челлендж не именно, знаешь, не вопрос, что делать там, если там, ты увидел за 2 недели до дедлайна, что ты там не успеваешь. Челлендж PM в том, чтобы не за 2 недели до конца увидеть это, а там за 2 месяца. За это время у тебя есть бэклог там на 2 месяца, и у тебя есть из чего выбрать, что сократить. У тебя есть время там переговорить с клиентом, договориться о чем-то. Вот. То есть надо просто заранее реагировать об этом, как доктор. Я поняла. Оценивать риски, предвидеть будущее, как ты сказал. Да, предвидеть будущее. Все, я теперь PM — это тот, кто умеет предвидеть будущее. Отлично. Это хорошее качество. Ну, в принципе, в покере это тоже полезная вещь.
Ну да, есть какая-то логика просчитывания шагов или рисков. Хорошо. По поводу общения с клиентом. Конфликтная какая-то ситуация, тяжелая или там... Нет, давай спрошу так. Сложный клиент для PM это какой? У меня в Софтеке первых 2 клиента, на мой вкус, были сложными, либо очень сложными. Да. Что значит для тебя сложный клиент? Сложный клиент — это, во-первых, наверное, клиент, ожидания которого далеки от реальности по любой причине. То есть это может быть недоработка PM, это не может быть недоработка пресейлс отдела. Либо, может быть, это ничья вина, просто клиент немного странный. Вот. То есть тяжело с такими клиентами работать, потому что, знаешь, если человек видит картину мира совсем по-другому, ну, ты можешь как-то тщательно, как-то выбирая слова, пытаться его куда-то привести, но если человек, скажем, вообще говорит на китайском, ну, вряд ли ты его заговоришь на русском. Вот. Ну и второй тип клиента — это, наверное, клиенты, которые, возможно, слишком высокого мнения о себе, о своей компании, то есть, которые просто не слышат тебя. То есть, либо это их стратегия по отношению к подрядчикам, например, в целом. То есть мы вот такой крупный клиент, и мы вас ни во что не ставим, сделайте там... Просто делайте? Да, просто делайте, да. И не выпендривайтесь. Да. Спасибо, скажите спасибо, что у вас есть наш проект. Да, да. Вот. Ну, с такими тяжеловато работать. Ну, можно. У меня еще такой вопрос. Отношения с клиентом. Твой личный подход, ты стараешься как-то... Что значит для тебя хорошие отношения с клиентом и как их наладить? И стоит ли их налаживать, либо только бизнес-бизнес и все, разбежались? Или как-то все-таки стараетесь какую-то эмпатию включать? Мне кажется, включать эмпатию — это однозначно хорошо. Скажу честно, у меня, вероятно, с этим проблема. То есть я пытаюсь работать с экспектейшнами клиента, чтобы то, что он ожидает, он получал. Вот. Но чем плотнее ты знакомишься с клиентом, например, едешь там в командировке он сайт, либо он к тебе приезжает, конечно, личные отношения гораздо ценнее. То есть в первую очередь надо сделать атмосферу доброжелательности и служить траст. То есть когда клиент реально не ожидает от тебя какого-то обмана и понимает, что если ты там предлагаешь там в команду добавить нового человека, это не значит, что ты хочешь заработать больше, да? То есть реально есть какой-то need добавить. Когда ты зарабатываешь это доверие, ну, это дорого стоит. И, собственно, какие-то личные отношения, если к этому добавляются, это гораздо лучше. Собственно, на тех же митингах, да, я знаю, есть проекты, где все там звонки происходят только голосом. Да, без камеры. Да, без камеры. Ну, собственно, когда есть камера, мне кажется, это гораздо лучше. Как минимум, ты видишь человека в лицо, да, и это вот для тебя уже не какой-то рандомный человек из интернета, а живой человек. Вот, поэтому, если есть возможность реально вживую пообщаться, ну, это тем более бонус. Хорошо. Вот выгорание, да, человек по каким-то причинам устал, перегорел и так далее. Как их мотивировать дальше хорошо работать? Просто хорошим настроением, нормальным, выполнять свою работу, если вдруг у него какой-то спад. Я думаю, мотивация именно людей, да, это не только и не столько именно задача PM. То есть здесь PM плотно работает с ресурсным менеджером. И, скажем, если проект там, по стеку не нравится человеку, ну, PM здесь бессилен. Опять-таки, мы возвращаемся к первому пункту, что надо очень грамотно выбирать людей на проект. Потому что если ты явно из-под палки загоняешь кого-то на этот проект, а он через полгода явно будет недоволен этим, тебе опять придется заменять человека, и это опять-таки геморрой PM. Поэтому, опять-таки, заставь ли правильно, да, не будет таких проблем. А насчет мотивации, я уверен, что людей мотивируют как бы две вещи. Одна вещь. Каждому нужны задачи, которые его челленджат и которые его не убивают. То есть, соответственно, надо для людей подбирать именно такого рода проекты, которым им будет интересно делать, но их не раздавят. А когда вот в своей работе, когда ты можешь сам себя похвалить и сказать,
Виталик, ты молодец, ты просто класс сработал. Сам себе, когда ты говоришь, что ты молодец? Ну, мне кажется, если ты найдешь какую-то боль команды и ее быстро пофиксишь, то, наверное, ты скажешь, что ты молодец. Решишь какую-то боль команды. Да. Хорошо. Может быть, еще есть какие-то вот причины для счастья? Вот счастье PM, вот когда наступает? Когда ты такой, я счастлив, вот честно. Ну, знаешь, можно было бы сказать, что когда ты там разрулил какой-то большой факап, но мне кажется, это абсолютно не так в той части, что PM — это человек, который должен не допустить этого факапа. То есть на хорошем проекте каких-то больших там косяков не должно быть. И то есть PM просто медленно решает эти вопросы, не доводит их до ручки. Поэтому какого-то такого эмоционального всплеска, что ты типа крутой, ну, вероятно, когда там продукт зарелизился, и он нормально функционирует в продакшене, ну, это отличный момент, что все доведено до какой-то стадии, когда результат не какой-то там воображаемый, а реальный. Ну, это здорово. И наверняка в этом есть заслуга PM. Будем уже мы завершать. И мой последний вопрос. Если бы, ну вот представь, что там по ту сторону экрана сидит какая-то условная команда какого-то проекта, где ты project manager, что бы ты сказал ребятам от роли PM, чтобы улучшить вообще понимание друг друга и взаимодействия в команде? Я бы от роли PM сказал бы всем, что если у кого-то есть какие-то идеи по улучшениям, стоит об этом громко говорить. Потому что PM — это не советский руководитель, который чем-то там типа рулит. То есть PM, он в какой-то части коуч, да, ментор, фасилитатор, распространитель и аккумулятор какой-то информации. То есть PM, он просто помогает команде. И не зря говорится, да, что если проект зафейлен, то это вина PM, а если проект успешный, то это вина команды. Это заслуга всех. Заслуга всех, да. Ну, команды в первую очередь. Поэтому PM без команды — это никто. И команда как бы должна в какой-то части рулить PM. То есть давать вовремя фидбэк, те же конфликты, да, не доводить их. То есть помогать PM делать его работу, снабжать его нужной информацией, ну, если что-то считается нужным. Я считаю, что в PM надо вообще пулять все, что вздумается. Я думаю, PM такой человек. То есть если будет много, он скажет «хватит». Но Хорошо. чаще всего какая-то информация, ну, недостаток прозрачности, вот он ведет к тому, каким-то проблемам на проекте, что с клиентом, что с командой. Хорошо, отлично. Не стесняемся высказываться. Ну, серьезно, не держите все в себе. Да, вот именно вот. так, именно так. Хорошо, отлично. Спасибо, Виталик. Мы будем завершать. У меня есть вот такой вот ритуал, что мы можем дать друг другу пятюню. Получилось прекрасно. У тебя отличная цветовая гамма для нашего интервью, вписываешься в нашу студию. Спасибо тебе. Предсказать. Да, предвидеть будущее, да? Тоже получилось очень лично, и в основном получается, что мы не говорим очень глубоко о работе, но скорее мы говорим о миссии человека, о его роли. И это очень круто. Я надеюсь, что ребята, которые будут смотреть наши ролики из разных департаментов и должностей, они больше поймут, какая роль вообще каждого человека, каждой профессии в софтах. Это будет очень круто. Спасибо, Света. Да. Я думаю, да, все наконец-то поймут, кто такой PM. Потому что, кстати, люди подходили ко мне и спрашивали, а что вообще делает PM? Ну, так что этот гэп заполним. Да, надеюсь, что заполним.